Привет! Ты на канале Streamerl, игровом канале Nintendo тематики. Все про консоли, игры и все, что с этим связано. Сегодня на обзоре игра Shin Megami Tensei 5, эксклюзив для консоли Nintendo Switch. JRPG, знакомая всем, но на самом деле не знакомая мне, потому что ни в одну часть этой серии я не играл. Как я узнал у знакомых, части, по сути, между собой не особо взаимосвязаны. То есть есть там определенный лор, да, определенная какая-то стилистика, определенная концепция, но какого-то прям линейного сюжета от части к части, как я понял, его нету. Поэтому играть в пятую часть я сейчас буду и вместе с вами посмотрю, что же это такое за игра. В игру я вчера поиграл 2, где-то 3 часа максимум перед сном, и хочу сказать, что она достаточно проста в освоении, но минус игры сразу в том, что она только на английском языке. Если ты английский язык не знаешь, то будет сложно в это все дело играть, и, возможно, даже невозможно, если ты как бы не любишь игры не на русском языке. В целом игра раскачивается, ну, где-то, может быть, минут 15-20. То есть таких каких-то крутых кат-сцен больших, по большому счету, нет, где вас заставляют просто смотреть все это дело и читать. Поэтому очень быстро начинается сам геймплейный момент. По сюжету, что хочу сказать. Наш персонаж — это школьник, который начинает свой путь в школе. Выходит из класса, присоединяется к какой-то компании, чтобы дойти до дома. Потом понимает, когда спускается в метро, что там что-то произошло. Кто-то кого-то съел. Потом начинает искать, по-моему, брата своей одноклассницы. Заходит в какой-то туннель и оказывается вот в такой вот пустыне. Того пацана, брата, похищает какой-то ангел либо демон, я так не понял. Появляется Терминатор. Терминатор говорит: дай мне руку, если хочешь жить. Мы даем ему руку, и происходит слияние нас и вот этого Терминатора. И мы превращаемся вот в такого вот персонажа. Вот такого вот персонажа. Справа, как ты видишь, это наша команда из 3 демонов. По ходу сейчас я тебе расскажу, из чего вообще складывается игра. Здесь есть такая вот большая карта, которая открывается по мере того, как мы по ней бегаем. То есть я, в принципе, пробежал и достаточно немного по меркам игры, наверное, потому что карта достаточно большая должна быть. То есть начали вот здесь вот, и вот сюда вот я шел. Это наши, так сказать, контрольные точки. Указанная точка быстрого перемещения, которая позволяет нам перемещаться по карте. И в этих точках есть еще много всего разного, и по мере игры это разное открывается. Вот сейчас я тебе покажу, что происходит, когда мы заходим в этот так называемый наш чекпоинт. На самом деле чекпоинтов в игре нету и автосохранения нету, поэтому в этой жесткой JRPG нужно постоянно сохраняться, чтобы не потерять свой прогресс. Первый пункт меню — это Chronicles Deeds. Здесь у нас, собственно, наши сохранения живут, здесь мы сохраняемся. Не забывай сохраняться, это важно. Leyline Crossing позволяет нам перемещаться из одной точки карты в другую. Это перемещение становится доступно после того, как я открыл, по-моему, 2-й чекпоинт или 3-й, я уже не помню. В общем, это открывается со временем. Cadavers Hollow — это магазин. Магазин, в котором мы можем купить, вот здесь Густав сидит, и можем либо купить у него что-то, либо продать ему что-то. Продать мы можем ему те вещи, которые находим по ходу игры. Вещи выбиваются из, собственно, врагов, которых мы побеждаем в боях, либо еще их можно находить. И еще также есть Mimon Rewards. Что такое Mimon? Mimon — это такие маленькие демоны, красненькие, которых можно искать в процессе игры. Они везде спрятаны, везде сидят, везде скрываются. И помимо того, как мы их находим, вот я уже 5 нашел, миманов или мимонов, вот, и мы получаем тот или иной приз. Всего миманов в игре 200 штук, поэтому есть чем заняться. Я люблю такого формата челленджи, я люблю все в играх собирать, поэтому в Shin Megami я засяду надолго. World of Shadows. Есть меню еще, сейчас я тоже про него расскажу. Здесь много всего разного интересного. Здесь София проживает, которая позволяет нам что делать? Demon Fusion делать может. Demon Fusion позволяет нам что? Используя 2 демонов, чтобы создать нового демона. Демонов, кстати, мы вербуем в процессе игры. Об этом я тебе позже расскажу, как это делается. Но в целом вот этот вот демон Fusion позволяет нам брать демона, комбинировать его с другим демоном и получать крутого демона. При этом, вот смотри, здесь, допустим, вот этой русалки, да, 12 уровень, и мы не можем создать этого демона, пока мы не прекращаем свой уровень до 12.
То есть уровень максимальный демона, который мы можем создать, зависит от нашего уровня, от уровня нашего персонажа. Ну, давай попробуем создать демона сейчас. При создании демона у него здесь есть слоты скиллов. Слоты скиллов можно расширять, покупать. Это я тебе покажу, как отдельно делается. Но в целом сейчас можем выбрать то, что он может делать. Life Drain мы ему оставим. Это хорошая атака, которая наносит дамаг оппоненту и хилит нашего. Также буфу это атака, которая ледяная. Ну, давай просто возьмем еще Зию. Жмем Set, Fuse. Все, и демон фьюзится. Как это выглядит, я не знаю. Сейчас вот первый раз с тобой будем смотреть. По визуалу игра, кстати, очень красиво сделана. Как кат-сцены, так и основной геймплей. В кат-сценах, кстати, не используется почему-то сглаживание, но в самой игре сглаживание присутствует. Да, просадки по FPS есть, но они такие критичные, так как это не какая-то там супер экшон игра, да, которая требует хорошего FPS постоянного. В целом это простительно. Ну и простительно для консоли Nintendo Switch, особенно в портативном режиме. Это, конечно, анимацию можно пропустить, но давай мы с тобой посмотрим, насколько красиво все-таки два демона превращаются в одного. Так, все, мы демонов создали. Дальше покажу, что есть. Есть какой-то еще Reverse Fusion. Reverse Fusion говорит нам, то есть про тех демонов, которых можем создать из тех, которые у нас уже имеются. И также весь Reverse Compendium Fusion, который рассказывает нам о том, каких демонов можем создать из тех, которые у нас уже есть, плюс из тех демонов, которые есть в компендиуме. Компендиум — это те демоны, которых я уже поймал, либо которых я уже создал. Также мы можем увеличивать скиллы наших персонажей и наших демонов, уча различные чудеса. Они периодически добавляются новые всякие разные, и покупаем мы за Glory Points. Glory Points даются за то, что мы ищем вот этих красных маленьких демонятов, которых я тебе уже сказал, я уже забыл, как зовут. Essence Fusion позволяет нам качать того или иного персонажа, либо демона, посредством эссенций, которые мы находим в процессе игры. Есть также обучалка, называется она Explanation. Можно все почитать, посмотреть, чего, как делается. В меню чекпати можно посмотреть, кто у нас, собственно, в команду входит, и также заменить одного демона на другого. И recovery пункт позволяет нам восстанавливать наши хп и мп за денежку. Ну, теперь давай погоним дальше. Что у нас есть из меню? Нажимая на X, попадаем в наше меню, где у нас есть скиллы, которые можно посмотреть по всем демонам, наш, собственно, сундук, наш чемодан, наш рюкзак, в котором все лежит. Эссенс — это эссенции, которые мы нашли. Пати, ну это наш состав, здесь мы можем его менять на тех или иных персонажей. Квесты — это квесты, здесь ничего особенного, наш основной мейн-квест и вспомогательный квест. Один, и вот вспомогательный квест я уже прошел. Анализ, я так понимаю, позволяет нам изучать тех монстров, которых мы поймали, тех демонов, которых мы поймали, ну и смотреть, какие у них есть абилити, сколько у них слотов, то есть какие у них характеристики и прочие разные штуки. Ну и система, здесь просто обычные настройки. Загрузка, options и выйти на главный экран. На плюс у нас показывается наша карта, как я тебе говорил. И вот эта область, которая такая подсвечивается, да, фиолетовый, это область концентрации большое количество демонов. То есть нам нужно туда зайти и победить головного демона, если так можно сказать, и устранить вот этот эпицентр демонологии. Да, есть различные персонажи, с которыми можно поговорить, и желательно с ними говорить, потому что они могут подкинуть квест. Но в целом, как в обычной JRPG. Бегаешь, нарываешься на демонов. Вот, видите, да? Давай сейчас покажу, как бой выглядит. Бам! Когда подбегаешь к демону, да, важно нажать на Y, чтобы получить приоритет. Что такое приоритет? Если мы подбежали, нажали на Y, мы получили приоритет, то есть мы получили действие, то есть мы ходим первыми. Если демон к нам первый подкрался, соответственно, они ходят первые. Сейчас покажу, как происходит битва.
Все ходят по очереди, все наши персонажи. У нас, собственно, 4 акта, да, 4 персонажа ходят по очереди. Используем скиллы. Скиллы — это наши атаки. Обычные атаки, либо специальные атаки. Также магацухи, магацуши. Когда заполняется, дается специальная атака. При выборе той или иной атаки, да, показывается, на какого монстра эта атака больше действует и хорошо. То есть сейчас, видишь, у меня 2 атаки: физическая и атака посредством молнии, да, она на всех действует по одинаковому, а кому-то даже не особо вреда не причиняет. Но нужно смотреть на это, наводя вот так вот на демонов. Поэтому будем атаковать по очереди. Физическую атаку сделаем основным персонажем. И так как этот демон у нас новый, сейчас посмотрим, на что он способен. Посредством магии он никому ущерб причинить не может такой сильный, поэтому тоже просто ткнем вилами. Вот, атака Зен от этой феи наносит больше урон вот этим вот монстрам. Поэтому так это сделаем. 50 хп минус — это неплохо. Также можно кого-то сжечь. В целом боевка достаточно простая. То есть из-за того, что мы применяем те способности наших персонажей, которые наиболее критичны к демонам, нам дают еще доп. Ходы. И мы можем в доп. Ходе, естественно, добить демонов оставшихся. Теперь ходят враги. Ну, атакуют они по очереди, конечно же. Что у нас еще есть, помимо наших скиллов? Есть предмет, который можем применить в процессе боя. Можно нажать защиту, чтобы получить меньше урона, либо избежать атаки врага. Также с демоном можно поговорить. По поводу разговора я тебе расскажу чуть позже, потому что этих демонов я уже завербовал, и смысла нет с ними разговаривать. И также можно сменить демона текущего на демона другого. Если, допустим, мы не хотим уже демоном текущим играть, либо хп у него мало, он меняется на демона из резерва. Можно убежать и можно пропустить ход. В целом боевка, по большому счету, достаточно простая, классическая, понятная всем тем, кто играл в JRPG либо знаком с этим жанром. Ходим по очереди, применяем скиллы. Какие-то скиллы и атаки дают больше урон, какой-то меньше. Есть бонусы при атаке, есть критические атаки, зависящие от статов. Ну, в целом, все как мы любим в этом жанре игр. После того, как бой завершился, естественно, нам дают хп и повышается у кого-то уровень. С повышением уровня может повышаться не только характеристики, но какие-то штуки даваться. Доп. Обилки. Так, давай добежим с тобой до сундуков. Да, кстати, здесь можно бегать, избегать монстров, можно даже прыгать, забираться высоко. И нужно смотреть по сторонам. Зачем? Затем, чтобы смотреть, где же вот эти красненькие маленькие монстрики, маленькие демонята, которые дают нам супер очки, на которые мы покупаем способности. Так, все, здесь у нас тупик. Так, вот когда демон нас видит... О, кстати, вот эти какие-то прикольные, я таких еще не видел, сейчас будем их вербовать, попробуем с ними поговорить. Да, эта игра, я хочу сказать, смесь покемонов с классической JRPG. То есть это такой хардкор покемон, потому что здесь нужно ловить монстров, и в целом мне такая механика очень нравится. И почему я не играл до сих пор в линейку Shin Megami Tensei, я так уж не понял. Ну, не играл я почему? Потому что эта игра в основном, как я понял, выходила на PlayStation, а потом выходила на 3DS-ке. 3DS я давно продал, а PlayStation у меня как таковой второй-то и не было никогда. На третьей не знаю, есть ли эти части или нет. Так, давай поговорим с кем-нибудь из них, они все что уровня. Когда мы не знаем, что это за монстры, мы их еще не ловили, не сталкивались с ними, соответственно, у них не показывают, сколько у них хп и как они вообще, как они живут. Кстати, диалог с каждым демоном уникален и может
шокировать вас иногда, потому что иногда демоны задают очень странные вопросы. Или предлагают вам ту или иную сделку, отдать там половину хп, либо половину своих денег, либо все деньги отдать. В общем, так. Он просит нас, его зовут Кадама, он просит нас что-то ему дать. Да, согласимся. Он очень счастлив. Он просит у нас 164 мяса. Ну, кстати, мясо очень подходит этой валюте, с учетом того, что мы расплачиваемся с демонами и покупаем в демоническом магазине. Все это мясо это прям вот то, что нужно для названия. Да, хорошо, 164. Окей. Ага, теперь он хочет много magic поинтов. Хорошо, возьми. Еще и хп хочет. Давайте дадим хп ему. Как мне сказали знатоки, демона могут обмануть. То есть может быть такое, то, что мы ему все дадим, а он скажет: ха, да ты вообще лох педальный. И все, будут на тебя дальше есть. И, собственно, он не присоединится к нам, а будет с нами драться. Hey, I'm Jirai Kadama, let's have some fun. Yeah? Да, Jirai Kadama, присоединяйся к нам, будет весело. Заходи на наш стримчанский. Присоединяйся к каналу, ставь лайки, подписывайся. Уведомления все, ну и, собственно, следи за каналом. Все, мы его взяли в оборот. И после того, как мы демона завербовали, бой прекращается. Теперь у нас есть что? Теперь у нас есть еще один демон. Да, эта игра Shin Megami Tensei доступна не только в цифровом виде, но и на картридже, обычное издание, и также есть издание коллекционное большое. Оно ко мне, кстати, должно скоро приехать, и распаковочка будет на канале, конечно же. Прыткая фея, очень прыткая, хочу вам сказать. Несмотря на то, что у нее 2-й уровень, она прям уже от 3 атак увернулась, а я уже уровня 8, по-моему. Ну все, как обычно, после боя нам дают хп и, возможно, всякие плюшки. Так, куда нам двигаться? Кстати, как ты видишь, нельзя ставить на карте какие-то обозначения, да, и чтобы нам было видно, куда нам бежать. То есть нельзя поставить точку сюда, да, и нам как-то будет все дело индицировать. Ну, в целом это приятно и понятно, потому что все-таки это JRPG, это Shin Megami Tensei, здесь нужно сохраняться, а автосохранения здесь нету, чекпоинтов здесь нет, поэтому сейчас мы бежим, сохранимся и двинемся дальше. Потому что один раз я забыл это сделать, и произошло что-то непоправимое, я весь прогресс, собственно, потерял, и мне показали Game Over. Это вам не Xenoblade Chronicles, где бегаешь, автосохранение работает, все прекрасно, все здорово. Но в целом, как я сказал, маркер ставить нельзя, но нам показывается, где наша основная миссия. Так, такой большой монстр, мы его боимся, потому что мы его боимся. Нам сказали, когда я походил, что типа, парень, ты лучше с ним в битву не вступай, а то будет плохо. Так, квест-навигатор. Да, кстати, вот эта фея, которая к нам прицепилась, она к нам прицепилась не сразу. Она может находить всякие разные штуки нам, как я понял. Можно это проверять, но когда мы это проверяем, там может появиться не только какой-то прекрасный лут, да, а может появиться монстр. Так, вот вендинговые аппараты, которые можно выбивать и что-то с них получать. Так, Access Quest No Stone Unturned, да, окей. Ага, то есть ему нужно было найти 5 лайфстонов, а у нас они есть. Уже, то есть мы собрали уже лайфстоны 5 штук, хорошо. Так, квест закончился, а ты что нам дал? Так, Варгот, талисман. Так, на карте появилась метка, то есть наш вот этот радар, наша фея что-то нашла, но мы туда не пойдем, потому что мало ли что там. Так, вот, кстати, вот эти штуки, да, пополняют нам хп. Есть различного рода эти кристаллы, так называемые, они есть желтые, красные и зеленые.
Желтый МП восполняют, зеленый ХП, а красный я не помню, что восполняют. И этот шар, это так называемый лутбокс, так называемый сундук. Мы его разбиваем, и там что? И там что-то находим. Ice Shard, 3 штуки. И здесь просто простой атакой обойдемся. Так, попробуем договориться. Договориться с котом в сапогах. Так, почему ты захотел поговорить со мной? Ты выглядишь клево, ты выглядишь сильным. I look strong, you say, but what is strange in your eyes? Да, я выгляжу сильным, но что значит быть сильным в твоем понимании? Having physical power, having mental fortitude. Так, интересно, что ему ответить? Давай physical power. That's all strange, even a mere animal might possess. You disgust me. Ага, не то я ему ответил. Получил за это по лицу. Короче, поговорить мы с ним поговорили. Он хочет теперь $221, 221 мясу. Хорошо. Так, это, короче, Bisticate Seas. Все, он к нам присоединился, это хорошо. Еще одного демона поймали. Здорово. Это вам не покемонов покеболами ловить, здесь нужно договариваться. Покемонов что там, настучал им, шарик в них откинул волшебный, и все, и попал сразу покемончик. А здесь вот попробуй еще это, договорись. Хорошо, что здесь нет стамины, и мы, собственно, можем бегать беспрепятственно на высокой скорости. Так, нам нужно туда, да, но там страшно, там же этот какой-то. Попробуем так вот сейчас позичу. Давай. Ой, бежим. Быстрее. Выходим из зоны, страшной зоны выходим. Здорово. Так, смотрим дальше. Так, нам еще чуть осталось. Я так понимаю, наверх нужно забраться. Ох ты, ничего, смотри, какой монстр прикольный, да? Кстати, вот ты, когда подходишь вот к нему, да? Ой-ой-ой. Ты не знаешь, что это, какой у него уровень, что он может. А вот в Xenoblade Chronicles, когда ты подходишь к тому или иному, собственно, монстру, то там сразу показывается уровень его. И ты понимаешь, то есть, ага, сможешь ли ты победить или не сможешь. Здесь ШМТ все намного страшнее и сложнее. А как нам туда попасть, ребята? Так, надо обходить слева, я так понял, да? Потому что здесь гора. Ну, давай попробуем обойти слева. Главное, чтобы нас здесь сейчас никто не закусал. Так, не-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 не, ребята, давайте вы тут как-нибудь. Вот там еще чекпоинт, сейчас возьмем. Хорошо, что их здесь много, потому что если бы их было мало, мы бегали туда-сюда, и было бы вообще печально. Все, и вот смотри теперь кат-сцена, насколько она красиво сделана, насколько она сочно сделана, насколько здорово сделана. Это не ролик какой-то, да, джипешный, это, я так понял, на движке игры сделано. Вот это Аугами. Ох, ничего себе тут. With the divine protection of God Himself. Warriors from far and wide, hear me now. Strike them down in the name of order. The unholy will find their deliverance by our blade.
Да, кстати, английский я знаю не очень, поэтому переводить вам не буду, ребят, простите. Vile serpent, your lies mean nothing. Isn't that right, Zack? Так. Да, кстати, мы зачем сюда шли? Потому что Аугами хотел нам больше рассказать про этот мир и что произошло. И мы сюда пришли, он говорит, пойдем туда, к башне, я там все вспомню. Теперь нам нужно пойти в Tokyo Diet Building. Так, something is coming. It's so scary. Видите, да, просадка FPS есть. Какой красивый. Какая-то гидра. Ну ты так не кричи сильно-то. Этот черт, эта гидра плюется ядом. И еще что она делает? Она дышит огнем. То есть, по большому счету, она должна быть уязвима к атакам, наверное, ледяным, как минимум, скорее всего, и, наверное, физическим. Сейчас посмотрим, насколько физическая атака повлияет на этого монстра. 10 хп сняли. Не густо. Не густо. Да, я так понял, это тот босс, которого мы вообще не победим. Мы его не победим, ребята. Мы его не победим. Попробуем его. Да уж. Как сейчас побежать-то? Два хп физическая атака. Вы что, шутите, что ли? Все, наш персонаж отъехал. И когда наш персонаж отъезжает, происходит что? Вот вы увидели, вот милый мальчик в школьной форме с цветочками. Это наш персонаж. А это Терминатор. Аугами. Game over. Все. Поэтому, ребята, если вы не будете сохраняться в этой игре, то вы потеряете весь прогресс. Контрольных точек здесь нету, чекпоинтов здесь нету, автосохранения здесь нету, здесь есть только точки, где можно сохраняться. Поэтому качайте уровень, ловите монстров, убивайте боссов и проходите сюжетную линию. Мне игра понравилась, всем любителям рекомендую данного жанра, с учетом того, что игра эксклюзив, просто must-have на вашу полку. Поставьте лайк, если видео понравилось, и напишите в комментариях, как вам игра. Я на этом с вами прощаюсь, пока и до новых встреч. Вы были на канале Streamerl.